Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и все, кто следит за международной повесткой. На этой неделе мир снова напоминает, что геополитика – это не только танки и ракеты, но и тонкая материя международного права, которая трещит по швам быстрее, чем мы успеваем ее штопать. В эфире мировые новости и их обзор от юриста Валерия Табакова сегодня 19 апреля 2026 года. Итак, Ближний Восток. Ормузский пролив как новый нервный узел планеты. Главное событие – ситуация вокруг Ормузского пролива. Иран то открывает, то вновь берет под жесткий контроль стратегическую артерию, через которую проходит пятая часть мировой нефти. После кратковременного открытия пролив снова закрыт. Иранские катера обстреливают танкеры, дают предупредительные выстрелы, а Тегеран ссылается на продолжающуюся американскую блокаду своих портов. США и Израиль сохраняют военное давление. Трамп чередует заявления о скором мире с жесткими предупреждениями о том, что Иран нас не шантажирует. С правовой точки зрения мы наблюдаем классический конфликт. Свобода судоходства в международных проливах по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года против права на самооборону и национальной безопасности, пока ни одна сторона не хочет переходить к полноценной блокаде, но инциденты с судами уже происходят. Энергетический кризис стучится в дверь. Цены на нефть прыгают, глобальная инфляция получает новый импульс. Для бизнеса это значит немедленный пересмотр цепочек поставок, рост издержек и необходимость искать альтернативные маршруты уже в ближайшие месяцы. Параллельно держится 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Оно остается крайне хрупким. Хезболла в переговорах практически не участвовала. Удары продолжались до последнего момента, а возвращение жителей на юг Ливана идет с огромными сложностями. Здесь тоже правовой вакуум. Кто станет реальным гарантом соблюдения? ООН, США или все опять сведется к силовому балансу на земле? Венгрия. Конец эпохи Орбана. Внутри Европы тоже не без сюрпризов. Виктор Орбан, который 16 лет удерживал власть, проиграл парламентские выборы консервативному сопернику Петеру Мадьяру и его партии Тиза. Это настоящий политический перелом. Тиза получила уверенное большинство, достаточное даже для изменения Конституции. Для ЕС это шанс ослабить напряжение по вопросам верховенства права, миграции и коррупции, хотя новый лидер тоже придерживается правых взглядов. С точки зрения юриста особенно интересно наблюдать, как национальные выборы влияют на единство европейского права и общую внешнюю политику Союза. Смена власти в Будапеште может изменить тональность дискуссии в Брюсселе и ослабить позиции тех, кто привык блокировать общеевропейские решения. Другие заметные сигналы. Украина. Дроновая война и растущая усталость. Российские силы продолжают наносить массированные, комбинированные удары по украинским городам – Киеву, Одессе, Харькову и Днепру. За последние дни зафиксированы сотни беспилотников и ракет. Украина в ответ усиливает дальние удары дронами по российским тыловым объектам, портам, нефтяным терминалам и складам в Ленинградской области, на Балтике и в других регионах. Украинские беспилотники уже заставляют российские власти признавать, что даже
глубокий тыл превращается в прифронтовую зону. С правовой перспективы это классический пример затяжного международного вооруженного конфликта, где нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции и дополнительные протоколы все чаще уступают технологической и военной логике. Обе стороны обвиняют друг друга в терроризме и нарушениях, но реального прогресса в переговорах нет. Короткие пасхальные паузы не меняют общей картины. Для глобальной безопасности это означает дальнейшую милитаризацию региона, риски эскалации и растущую усталость населения, как в Украине, так и в России. Киев. Массовая стрельба и захват заложников. 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел редкий для военного времени инцидент. 58-летний мужчина, уроженец Москвы, по некоторым данным его имя и фамилия Дмитрий Васильченков, открыл беспорядочную стрельбу по прохожим на улице. Затем забаррикадировался в супермаркете, взяв заложников. В результате погибли 6 человек, включая одного в магазине. Еще около 14-15 получили ранения. Среди пострадавших маленький ребенок. После переговоров, которые длились около 40 минут, спецподразделение полиции штурмовало магазин, и стрелок был ликвидирован на месте. Украинские власти квалифицировали происшедшее как террористический акт. С правовой точки зрения это поднимает серьезные вопросы о контроле за оружием в условиях затяжного конфликта, когда огнестрельное оружие, в том числе автоматическое, стало более доступным. Инцидент также вызывает вопросы о возможной мотивации от личных проблем до внешнего влияния, хотя расследование еще продолжается. Такие события в тыловом городе усиливают психологическое давление на общество и ставят перед правоохранительными органами задачу баланса между обеспечением безопасности и соблюдением процессуальных норм даже в условиях войны. США. Администрация президента Трампа работает сразу на нескольких фронтах. Подписываются новые исполнительные указы, в том числе по реформе здравоохранения и ускорению медицинских исследований. Идут дебаты в Конгрессе о продлении закона о разведке Section 702 ФИСА. Звучат жесткие заявления по Ирану и Украине. Внутри страны продолжаются политические дискуссии и скандалы, связанные с отставками и обвинениями в адрес отдельных политиков. Правовой интерес представляет баланс между исполнительной властью и Конгрессом, а также то, как внешнеполитические кризисы, особенно ближневосточные, влияют на внутреннюю повестку. Трамп подчеркивает необходимость защиты американских интересов и военнослужащих, однако любое дальнейшее обострение на Ближнем Востоке может отвлечь ресурсы и внимание от других направлений, включая поддержку Украины. И международная глобальная экономика. Международный валютный фонд существенно снизил прогнозы мирового роста на 2026 год, напрямую связав замедление с конфликтом на Ближнем Востоке. В базовом сценарии при ограниченном по времени и масштабу конфликте глобальный рост ожидается на уровне 3,1%, а инфляция вырастет до 4,4%. В случае более длительных сбоев поставок энергии цифры могут упасть до 2-2,5%. Особенно сильно пострадают
развивающиеся экономики, импортеры энергоносителей с высокой долговой нагрузкой. С правовой и регуляторной точек зрения это означает рост давления на международные торговые и финансовые институты. Страны будут активнее использовать инструменты экономического принуждения, санкции и защитные меры. Для бизнеса главный вызов – неопределенность цепочки поставок, цены на энергоносители и валютные риски становятся все менее предсказуемыми. И итоговый вывод. Мир в 2026 году живет в режиме управляемого хаоса. С одной стороны, попытки дипломатии и переговоров, Пакистан, израильско-ливанские контакты, с другой – постоянное балансирование на грани эскалации, использование силы как главного аргумента. Международное право сегодня чаще выступает не арбитром, а свидетелем, будь то в зоне проливов, на линии фронта или на улицах тыловых городов. Для бизнеса и инвесторов совет остается прежним. Диверсифицируйте риски, внимательно следите за санкционными списками, не полагайтесь на привычные логистические маршруты и готовьтесь к тому, что правовые инструменты в кризисах работают с серьезными ограничениями. Если требуется более глубокий правовой анализ по любому из кейсов – Ормузский пролив, венгерские выборы, украинский конфликт, вчерашняя стрельба в Киеве, экономические прогнозы МВФ или что-то еще – обращайтесь. Разберем по статьям конвенций, прецедентам и практическим последствиям. С вами был юрист Валерий Табаков. Спасибо за внимание. До новых встреч!